Всем привет! Меня зовут Галла. Сегодня я вам покажу, как обклеить коробочку берестой. Как-то гуляя с детьми в парке, я увидела, как обрезают деревья. И было несколько пеньков из берестой. Я ее собрала, высушила и решила сделать вот такую коробочку. Мне это очень нравится. Давайте посмотрим, как это делается. Вот такая получилась у меня коробочка. Итак, приступим. Первое, что нам, конечно, понадобится, это береста. Затем берем коробочку, которую мы собираемся обклеить. В моем случае это была просто банка из-под детского питания. Также нам понадобится клей ПВА и кисточка. Мой ПВА был специальный по дереву, поэтому он имеет немного желтоватый оттенок. Но я думаю, что подойдет и обычный клей ПВА. Обильно наносим клей на банку. Моя банка была из бумажной основы, поэтому она очень хорошо впитывала клей. Также наносим клей обильно на бересту. Предварительно, чтобы береста была немного помягче, я пробрызгала ее водой. Нанеся клей на банку и на бересту, мы просто прикладываем бересту к банке. Не старайтесь, чтобы береста приклеилась с первого раза. Край у бересты очень жесткий, поэтому он очень плохо приклеивается к банке. Но я нашла выход. Я использовала для этого канцелярские зажимы. Если у вас нет канцелярских зажимов, вы можете использовать просто прищепки, обычные бельевые прищепки. Так, обклеив всю банку, я заполняю большие куски, которые остались недоклеенными. Но нижний край бересты у меня остался не прижатым к банке. Для этого я использовала канцелярские резинки, которые по случаю купила в канцелярском магазине. Аккуратно прикладываем резинки, чтобы не повредить нежный край бересты. Смотрим, чтобы все кусочки бересты, которые мы приклеили, были прижатыми к банке. Я нанесла достаточное количество резинок и сняла все зажимы, которые у меня были сверху. Теперь мы можем оставить нашу банку сохнуть на сутки. Пока сохла моя банка, я обрезала нижний край бересты ножницами очень аккуратно и покрасила дно банки и верхний край банки обычной акриловой краской. Когда банка высохла, мы аккуратно снимаем резинку. Все равно кое-где береста кусочками отпала, и это я уже решила обклеить горячим пистолетом. Это были совсем незначительные места, и клеевым пистолетом это клеилось очень хорошо. Я думаю, что изначально, может быть, бересту можно было клеить и на клеевой пистолет. Я очень довольна полученным результатом. Я хочу использовать свою коробочку как вазу для цветов из фоамирана или для сухих цветов. Я думаю, что также ее можно использовать для топиарий. Еще раз покажу поближе, как выглядит коробочка моя. Вот. Снизу я обрезала край, сверху я специально оставила необрезанным. Мне очень нравится, что он именно такой естественный получился. Вот так это выглядит. Очень интересно, мне кажется. Вот такая коробочка. А в следующем видео я вам покажу, как я делаю вот такие цветы из фоамирана без специальных молдов. Не забывайте ставить пальчик вверх, если вам понравилось, и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!